Смарт-часы с прочным корпусом, сертификацией MIL STD810G 2014, MIL STD810H 2019 и защитой по стандарту 5 атмосфер. OLED-экраном диагональю в 1,43 дюйма с частотой обновления экрана до 60 Гц, функцией Always On Display, постоянным измерением пульса и кислорода в крови, мониторингом уровня стресса и сна, функцией Bluetooth вызовов, временем автономной работы до 22 дней на одном заряде аккумулятора. И как вы уже поняли, обо всем этом я прочел в рекламе к смарт-часам под названием Black Shark GS3. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в черной небольшой упаковке. Выглядит она отлично, но упаковка обыкновенная. На упаковке есть название и изображение модели. В комплекте мы имеем сами смарт-часы, силиконовый ремешок, тканевый ремешок на липучке, краткое руководство пользователя и магнитное зарядное устройство без пинов, за что отдельный плюс, но Cradle не съемный. Вес смарт-часов вместе с ремешком 67 граммов, а габариты 55 на 58 на 15,8 мм. Ширина ремешка 22 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по смартфону Poco X6 Pro. Условия для участия в розыгрыше просты. Оставляйте любой осмысленный комментарий больше 5 слов, в комментарии указывайте свое имя в телеге и подписывайтесь на телеграм-канал скидок. Либо указывайте свое имя в телеге в описании своего канала. И все, вы автоматически в розыгрыше. Приходить на стримы не обязательно. Если победите, я вам напишу. Все отзывы победивших ВКонтакте в отдельной ветке по ссылке в описании. Перейдем же к смарт-часам, которые стабильно на сейле стоят супер дешево. Поставляются GS3 в черной расцветке и цвета хаки. Дизайн с уклоном в спорт, выглядят они отлично, учитывая стоимость, и это является одним из основных плюсов, но, возможно, и единственным. Корпус смарт-часов выполнен из матового довольно прочного пластика, а безель из металла. Собраны они хорошо, стоковые ремешки по качеству неплохие, более удобный ремешок — это тканевый. Крепятся ремешки стандартным способом, так что установить любой другой ремешок шириной в 22 мм возможность есть. Застежка у силиконового ремешка классическая, выполнена из металла. Смарт-часы при носке ощущаются, так как данная модель не особо компактная. Во время сна есть желание их снять, но все не так критично. Далее, на корпусе смарт-часов расположили область для зарядки, микрофон, динамик и датчики мониторинга здоровья. А с правого торца расположили 3 механические кнопки. Верхняя кнопка Home отвечает за переход к меню, возврат, а зажатием можно перейти во вкладку с выключением, перезагрузкой и сбросом устройства. Нижняя кнопка отвечает за переход к тренировкам, а центральная кнопка предназначена для перехода в меню. Плюс реализовано перемещение по интерфейсу прокручиванием данной кнопки, и выполнена она по системе трещотки. Переназначить команды на кнопки нельзя, за что минус. Летим дальше. Оснащены смарт-часы AMOLED-дисплеем на 1,43 дюйма с разрешением 466 на 466 пикселей, а это уже неплохо. Защитой Corning Gorilla Glass, плотностью пикселей в 326 ppi и частотой обновления экрана до 60 Гц. Рамки скрыты за безелем, экран прямой и выглядит он хорошо, но скроллинг за системой не особо плавный. По яркости данная модель выдает 850 люксов, чего достаточно для комфортного использования смарт-часов даже в солнечный день, но большого запаса по яркости нет. Яркость регулируется 5 уровнями, функции автояркости, к сожалению, не завезли с одной стороны, с другой стороны это неудивительно, учитывая стоимость. Но есть очень простой Always On Display с 2 стилями отображения. Система доступна на русском языке, перевод некорректный, да и шрифт местами не радует. При повороте запястья экран загорается, что уже хорошо. Жаль только, что эта функция работает некорректно. Включить экран тапом нет возможности, но можно выключить его, накрыв ладонью. Далее, с главного экрана по свайпам сверху вниз панель быстрого доступа, в которой можно отрегулировать яркость экрана, включить режим «Не беспокоить», фонарик, перейти к настройкам, воспользоваться функцией прочистки динамика, но не звуком, а просто вибрацией, переходом к календарю и не только. Снизу вверх уведомления. Свайп справа налево виджеты, которые можно настроить под себя, но вот сортировать меню нельзя, как и панель быстрого доступа. Свайп слева направо быстрый доступ к телефонной книге, музыкальному плееру и сервису Shark GPT. Далее в меню есть будильник, телефон с набором номера, телефонной книгой и недавними вызовами. Погода с довольно подробным прогнозом погоды, таймер и секундомер без возможности работать в фоновом режиме. Поиск смартфона, голосовой помощник, который работает в паре с голосовым ассистентом на смартфоне, компас, калькулятор, фонарик, мировое время, приложение фондовый рынок с добавлением акций через приложение и настройки. Последнее — это Bluetooth кнопка для удаленной фотосъемки, но только через фирменное приложение, и музыкальный плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне. Загрузить музыку на сами смарт-часы нельзя, но вот смарт-часы могут работать как Bluetooth-колонка. Что касается сервиса Shark GPT, поддержки распознавания русского языка здесь нет. В приложении есть диалог с Shark GPT, а в магазине
Наедине с циферблатами можно воспользоваться генерацией изображения на базе ИИ в выбранном стиле по ключевым словам. В целом ничего невероятного, грубо говоря, встроенный голосовой помощник. В настройках можно установить пароль на смарт-часы, настроить режим «Не беспокоить» и изменить стиль меню. Летим дальше. Bluetooth-чип установлен в версии 5.3, связь с устройством, с которым они в паре держат, довольно хорошо. Подключить внешние Bluetooth-устройства, такие как наушники или нагрудный датчик, возможности нет. Данная модель не поддерживает Wi-Fi и не имеет встроенный NFC-чип. Далее. Спортивных режимов на борту более 100 видов. Отслеживание плавания отсутствует, как и нет автоматического определения активности. Но есть GPS-навигация с поддержкой 5 спутниковых систем GPS, Beidou, GLONASS, Galileo и QZSS. Но, к сожалению, за время использования смарт-часы я ни разу не смог подключить для тренировки с GPS, и тут дело однозначно в самом устройстве, так как в других смарт-часах такой проблемы не было. Во время тренировки нельзя пользоваться плеером, да и настроек для тренировок практически нет. Не допилили и забыли еще GPS, да? Шагомер отрабатывает плохо, из полезного меню можно найти записи тренировок и активность. Как вы уже поняли, по большей части эта модель про внешний вид и базовый функционал. На этом все. Но так дела обстоят и у других моделей Black Shark. В принципе. Перейдем к мониторингу здоровья. GS3 умеет измерять пульс, SPO2, мониторить уровень стресса и сон. Также есть дыхательные тренировки, женское здоровье, напоминания для игроманов, напоминания о бездействии, напоминания о том, что необходимо попить воды. Функция измерения пульса может работать в автоматическом режиме с выбранным интервалом. Измерение уровня стресса также работает в автомате или ручном режиме, а все остальные функции работают только вручную. Пульс воздуха смарт-часы не считывают, что хорошо, но и на руке результаты измерений что пульса, что остальных показателей корректными не назовешь. Далее, функция Bluetooth вызовов на борту. Входящий вызов можно сбросить и принять, а также можно включить беззвучный режим. Быстрых ответов на уведомления или на вызовы нет. Микрофон отрабатывает не лучшим образом, но в целом для коротких разговоров его достаточно. Динамик же громкий, но качество звука не лучшее. При этом, учитывая стоимость, он неплохой. Уведомления приходят практически моментально, иконки приложений в уведомлениях отображаются, а вот смайлики нет. Вибромотор топорный, но настроить силу вибрации можно. Далее, емкость аккумулятора 400 мАч, полный цикл зарядки занимает в среднем 2 часа 10 минут. В обыкновенном сценарии использования со всем мониторингом здоровья на 100% яркости экрана они проживают 15 суток у меня. Время автономной работы будет более чем достаточно большинству пользователей. Black Shark GS3 имеют сертификацию MIL STD810G 2014, MIL STD810H 2019 и защиту по стандарту 5 атмосфер. С данной характеристикой смарт-часы не должны бояться воды, высоких и низких температур, пыли, ударов и не только. При этом во время подключения их к приложению можно увидеть уведомление о том, что они не предназначены для подобных испытаний. Скорее всего, это проблема самого приложения, а не данной модели, так как у меня за время использования данная модель никак не пострадала от воды в душе, от пресной воды, от пыли и не только. Для примера, я окунал их в воду, по итогу они не пострадали, но вот купаться в соленой воде или ходить в баню вообще с любыми электронными устройствами при резких перепадах температур я однозначно не советую. Сопромат никто не отменял, друзья. Black Shark GS3 работает в паре с приложением SharkWare. В приложении мы имеем 4 вкладки. На первой вкладке отображается весь мониторинг вашего здоровья, вторая вкладка предназначена для спорта, далее есть вкладка для подключенных устройств, а четвертая вкладка — это профиль. На стартовой странице с подключенными смарт-часами есть заряд аккумулятора, но не в процентах, магазин с циферблатами. На выбор есть динамический, пользовательский циферблат, а также небольшой список циферблатов в разном стиле. Далее можно настроить уведомления, вызовы, включить функцию для уведомления при потере смарт-часов, но работает она плохо, синхронизировать контакты, обновить данные от GPS, обновить прошивку и воспользоваться настройками, о которых я уже упоминал ранее самих смарт-часов. Мне лично обновления еще не прилетали, но надеемся, рано или поздно они будут. Минусы: GPS отрабатывает некорректно, бесполезное измерение показателей здоровья на данный момент, нельзя переназначить команды на кнопках, музыку на часы не закачать, сырое ПО, как и приложение SharkWare, и очень сильно вряд ли что-то в этом смысле поменяется. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, вот она здесь волшебная, как будто вы пластик покупаете. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Резюмирую, Black Shark GS3, как по мне, попросту про дизайн. У Black Shark есть модели, которые меня порадовали слегка больше в плане функционала. GS3 необходимо покупать на распродаже, так как цена без скидок слишком велика для подобных смарт-часов. От меня девайсу максимально скромная да, добра и удачи вам, дорогие друзья.